Всем привет! Сегодня мы поговорим о герое Некромант. У меня этого героя нет, но мы всегда можем перейти в таверну, чтобы здесь посмотреть его свойства. Этот у нас герой никогда особо не пользовался популярностью огромной, но при этом некоторые игроки его использовали и довольно-таки эффективно. Это интересный герой. Мы можем посмотреть то, что он у нас от маг защиты играет, то есть он у нас хорошо будет использоваться против героев, использующих маг войска, но при этом у него слабая физическая защита. То есть в физике будут его там варвары и так далее убивать хорошо. При этом у него магическая и физическая атака довольно-таки близкие по коэффициентам, но физическая атака немного преобладает. Также нужно отметить то, что этот герой у нас стихии воздух. Это значит то, что он будет хорошо работать против лорда стихий, особенно потому что лорд стихий у нас использует магические войска, и по стихии он тоже проигрывает. И при этом он как бы будет в балансе с другими магическими героями. Он проигрывает им по стихиям, но имеет хорошую магическую защиту против них. И при этом он будет очень плохо работать против Архангела или там наставницы Рафии, потому что по стихии у них баланс, они используют физические войска часто, и у них хорошо они работают против нежити. Давайте теперь перейдем к навыкам этого героя. Первый навык это у нас кровожадный дух. Он у нас дает вампиризм всем нашим войскам на 2 хода. Вампиризм довольно-таки сильный, но вампиризм в этой игре в целом не очень хорошо реализован, как навыки, то есть он что у короля драконов, что у некроманта, что там в сете, который вампиризм дает, не очень эффективно работает. В основном вампиризм работает хорошо у драконов, там, у лордов вампиров. Остальным войскам он не очень хорошо заходит. И также он не работает на нежить. Это тоже очень важно, то есть вы не сможете лечиться там на драконах вражеских или на темных конях. То есть это не очень универсально. Так, следующий навык это у него фатальная атака, наносит урон одному противнику и снижает мораль на 2 хода. Это, в принципе, стандартный навык за 10 очков души, такой есть у многих героев, наносит небольшой урон по одной цели, но у этого героя особенность в том, что понижает мораль этого отряда на 10 единиц, довольно-таки много, но все равно не очень эффективный навык. Следующее это как раз-таки особенность этого героя, то, что он может поднимать нежить. Здесь написано то, что он призывает 3 отряда демонов, но на самом деле это не всегда так. Расходует он у нас 35 очков души, и с повышением уровня увеличивается количество призываемых отрядов. Ну, то есть не количество, то есть 3 команды, а в стеке у нас увеличивается количество воинов. И уровень их повышается. До 5 уровня навыка у нас призывает скелетов воинов. Это которые у нас скелеты серые такие, вот они. С 5 уровня навык по 8 он призывает скелетов мутантов, это вот эти вот скелеты у нас. И с 8 по 10 он уже призывает демонов. Как раз таки мы можем посмотреть сейчас. Вот они демоны, вот таких он будет призывать. И также, если у нас, допустим, есть снаряжение на демонов или на скелетов мутантов, оно также будет усилять и призванные войска. Так. Вернемся к герою. У нас последний навык, это который открывается после пробуждения, он еще сильнее делает наш вампиризм. То есть наши войска будут хорошо отличиваться, но все равно они не сравнятся там с драконами. Так, уникальный талант этого героя, очень такой необычный, он по сути работает только на несколько героев, то есть увеличивает у нас навык призыва и воскрешения героев. Он будет у нас работать на самого как раз таки некроманта, на архангела, на рыцаря Феникса, на друида, так у него призванный медведь. Ну, в принципе, сейчас уже довольно-таки много героев, кто может воскрешать юнитов или призывать кого-то. Раньше их было гораздо меньше. Но все равно этот навык, допустим, если вы будете играть с варваром, он вам ничего не даст. Так, следующее это у нас пробуждение снаряжения. Это у нас тоже является после того, как мы пробудим героя. У нас уменьшает количество очков души, необходимое для воскрешения. То есть у нас будет расход очков души здесь
Не 35, а 25, что довольно-таки полезно. Что выбрать по талантам для этого героя? Давайте перейдем у нас в таланты. Галерея талантов. Так, и посмотрим. У нас может неплохо подойти, как и всем героям, искусство харизмы, искусство сопротивления. Это всем героям, наверное, будет подходить. И также я бы ему, наверное, посоветовал искусство молчания, чтобы складываться вместе с его навыком и больше морали убирать у противника. Также ему на выживание хорошо подойдет искусство здоровья и ослабление противника. И также, возможно, увядание иногда будет ему хорошо работать. Нет, не ослабление, а снижение урона, то есть подойдет ему. Хотя ослабление, также, как и урон, тоже ему может работать эффективно. То есть, если вы поймали, то их тоже можно оставить. Но почему именно снижение урона и ХП повышение? Потому что этому герою важно выживать. После того, как он уже призывает демонов, то демоны врагу тоже начинают снижать мораль. У врага начинают войска пропускать ход. Вы уже призываете еще демонов. И в итоге за счет этого побеждаете. То есть этот герой, он должен затягивать бой. Он на долгий бой рассчитан. Поэтому ему нужно выживать. Кража душ, ну, наверное, все-таки она не очень эффективна для него будет, так как 25 души набрать не будет проблемой. Срекательство, если... Ну, скорее всего, будете играть с такими войсками на некроманте, там, например, драконы, которые могут долго выживать, и им уже не очень подстрекательство эффективно. Так, ну и все, наверное. В принципе, по талантам. По войскам, наверное, ему подойдут, как раз я и говорил, какие-то войска, которые способны затягивать бой, выживать. Это у нас получается, например, демоны, которые также будут снижать мораль и выживать долго. Лорды-вампиры, костяной дракон. То есть в основном изблуждающий скелет фракции им будут подходить. Хотя, в принципе, наверное, можно и других использовать. Из драконов ему также подойдут драконы на выживаемость. Тут, например, золотой дракон, который будет ему давать щит и позволять первый удар выдержать. Кирина также будет с ним неплохо работать, чтобы давать ему 5 очков души. Да и, в принципе, Кракен тоже нормально будет работать. Девятихвостый лис. Ну, девятихвостый лис, он как бы укрепит преимущество против магических героев, но против физических он будет не так эффективен, хоть у него есть тут таланты на защиту, но сам его уникальный навык будет не совсем полезен. Также хорошо ему подойдет древний голем, так как он очень много защиты дает. Ну и все, наверное. В общем-то, все, что я хотел сказать. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, будут еще видео, ставьте лайки, пишите комментарии, какие еще видео вы хотели бы увидеть. До свидания и не забывайте думать своей головой.